общего может быть у десерта с безопасностью на дорогах? Этот скромный, клетчатый розово-желтый кекс часто упоминается в британских сериалах. По такому случаю нужно найти кекс. Они думают, что могут что-то скрыть от меня. Но им не хватает ума. На прошлой неделе я нашла Баттенберг в пачке из-под порошка Ринзо. Пирожное Баттенберг с конца XIX века украшает собой стол за традиционным английским чаепитием. А 30 лет назад его характерный узор изменил внешний вид машиноварильных служб во многих странах мира. Баттенберги – это марганатическая, то есть образованная в результате неравного брака члена королевской семьи, ветвь дома Гессен-Дармштадт. В 1851 году принц Александр Гессен-Дармштадтский женился на Юлии Маврикиевне Гауке, фрейлине своей сестры, будущей императрицы Марии Александровны. В замужестве Юлия получила титул графини фон Баттенберг по названию города в земле Гессен, где супруги жили некоторое время после свадьбы. Дети, рожденные в этом браке, не могли претендовать на Гессенский престол и наследовали титул матери. У Юлии и Александра родилась дочь и 4 сыновей. Старший сын, Людвиг, в 1884 году женился на Виктории, внучке английской королевы Виктории и родной сестре последней российской императрицы Александры Федоровны. Людвиг и Виктория были дедушкой и бабушкой принца Филиппа, супруга Елизаветы II. Нынешнему английскому королю Карлу III они, соответственно, приходятся прадедом и прабабкой. Почти сразу же после свадьбы семья Людвига и Виктории переехала в Англию. Но почему же мы больше не слышим фамилию Баттенберг, когда речь заходит об английских аристократах? Дело в том, что во время Первой мировой войны в Великобритании стали крепнуть антигерманские настроения. Сначала Людвига, занимавшего на момент начала войны пост первого морского лорда, освободили от должности. А позднее Баттенбергам настоятельно порекомендовалось последовать примеру правящего королевского семейства Саксон-Кобургов, поспешно ставших Виндзорами, и сменить фамилию на более британскую. Людвигу и его семье предложили на выбор стать Баттенхиллами или Маунтбеттенами. Они выбрали второй вариант. Потомки королевы Елизаветы II и принца Филиппа сейчас носят фамилию Маунтбеттен-Виндзор. Баттенберг – это бисквитный кекс с марципановой глазурью из 4 коржей – розового и желтого цвета, которые соединены между собой абрикосовым джемом так, что на срезе получается характерная шахматная клетка. По самой популярной версии, торт Баттенберг получил свое название именно в честь бракосочетания Людвига Баттенбергского и принцессы Виктории. Узор из 4 клеток якобы символизировал 4 принцев Баттенбергских – Людвига и 3 его братьев. Однако, несмотря на всю логичность, эта версия не находит подтверждения в авторитетных источниках. Первые рецепты баттенбергского торта вообще описывают его имеющим 9 клеток, а не 4, как в современных версиях. Самый ранний известный рецепт торта Баттенберг с разноцветными коржами, расположенными в шахматном порядке, был опубликован спустя целых 14 лет после свадьбы Людвига и Виктории в 1898 году. Сделал это Фредерик Вайн в кулинарной книге «Продовольственные товары». Вайн был одним из выдающихся профессиональных кондитеров своего времени. Он не только являлся автором множества кулинарных книг, но и был редактором отраслевого журнала «Британский кондитер». В своем рецепте Вайн ясно указывает, что торт Баттенберг готовится из 9 слоев красного и белого цвета и иллюстрирует это.
Учитывая, что этот рисунок публикуется самым уважаемым кондитером Лондона, странно было бы сомневаться, что Фредерик Вайн не знал, как именно должен выглядеть баттенбергский торт. Кому тогда было это знать? Интересно, однако, что в том же 1898 году современник Вайна Роберт Уэллс помещает в небольшую книгу под названием «Торты и булочки» рецепт неаполитанского рулета. И этот рецепт абсолютно идентичен современному четырехсекционному Баттенбергу, с одним лишь различием в том, что, покрыв коржи миндальной пастой, их дополнительно предлагается обвалять в хлопьях розового кокосового ореха. Оказывается, и такое бывает. Кроме этих двух уважаемых джентльменов, еще одна английская кондитерша и по совместительству издатель и главный редактор викторианского журнала о готовке и домоводстве «Стол» Агнес Берта Маршалл. Она, кстати, прославилась тем, что изобрела съедобный рожок для мороженого. Так вот, она в июле все того же 1998 года публикует в своем издании рецепт пирожного домино, чрезвычайно похожего на баттенбергский торт Вайна. Так что получается, нет вообще никаких убедительных доказательств непосредственной связи этого десерта с королевской свадьбой 1884 года. И в то же время очевидно, что к 1998 году его рецепт уже был широко распространен, хоть и под разными именами. Закрепилось же именно фамильное прозвище. И уже в 20 веке, когда все больше профессионалов публиковали свои рецепты и иллюстрации, которые практически полностью совпадают с инструкциями Вайна, они называли торт именно баттенбергским. К примеру, в книге тортов в 1903 году также говорится о 9 коржах и присутствует их яркая хромолитографическая иллюстрация. Своим современным видом из 4 клеток пирожное, скорее всего, обязано упрощению производственного процесса, которое случилось, когда большие кондитерские фабрики в Англии наладили промышленное производство. Согласитесь, что массово собирать продукт из 4 деталей легче, чем из 9 или даже 25, как предлагали отдельные рецепты. Коротко об ингредиентах. Тесто для коржей готовится из равных долей масла, сахара, муки и яиц с добавлением разрыхлителя. Смесь разделяют на 2 половины, одну из которых подкрашивают розовым пищевым красителем и выпекают в специальных формах, чтобы добиться коржей одинакового размера. Готовые коржи смазывают абрикосовым вареньем и соединяют между собой в шахматном порядке, после чего оборачивают марципаном. Ваш Баттенберг готов. У нас пирожные Баттенберг не продаются, но в интернете найдется все. Так что вот эту коробку мне доставили из Англии. Давайте откроем ее и посмотрим, что внутри. Марципановые торты! Берите торты! Мне бы очень хотелось вас всех угостить. Но раз уж это невозможно, то я, с вашего разрешения, попробую этот сладкий кусочек Англии. Действительно, очень вкусно. В 90-х годах 20 века культовый клетчатый узор баттенбергского торта стал применяться в Великобритании для маркировки машин спецтранспорта, например, таких как полиция, скорая помощь или пожарные. Первоначально дизайн был разработан для улучшения видимости полицейских автомобилей. Нужно было создать узор с высоким контрастом, который был бы хорошо различим при любом освещении и легко виден как днем, так и ночью. Таким узором стала крупная шахматная клетка из 2 контрастных цветов. Из-за очевидного внешнего сходства с популярным десертом ее очень скоро стали называть баттенбергской. Исследования британских ученых, разумеется, показали, что такая маркировка значительно улучшает видимость специальных транспортных средств, особенно в плохих погодных условиях или ночью.
и это снижает вероятность аварий с их участием. Кроме того, благодаря высокой контрастности водители быстрее узнают на дороге машины аварийной службы, чтобы уступить им дорогу, что может быть критически важным в ситуациях, где каждая секунда на счету. Хотя родиной баттенбергской маркировки стала Великобритания, доказанная эффективность подобной контрастной ливреи привела к ее внедрению в различных формах по всему миру. Разные страны по-разному адаптировали дизайн, чтобы соответствовать внутренним потребностям и правилам. Сегодня баттенбергский узор можно увидеть в самых неожиданных местах. Там, где живу я, государственный спецтранспорт подобным образом пока не маркируется, но некоторые частные компании применяют его на своих машинах. Например, служба межбольничных перевозок и компания по выполнению дорожных работ. Вот так дизайн английского пирожного оказался на улицах городов по всему миру. Так что в следующий раз, когда вы увидите скорую помощь, полицейскую или пожарную машины с такой вот клетчатой раскраской, вспомните ее сладкое происхождение. Это был рассказ о пирожном Баттенберг и его неожиданном влиянии на повседневную жизнь и общественную безопасность в разных странах. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и расскажите в комментариях, пробовали ли вы когда-нибудь пирожное Баттенберг и как раскрашены машины спецтранспорта в вашей стране. Спасибо, что досмотрели до конца, и до следующих встреч!